Здравствуйте! Сегодня я вам хочу рассказать и показать, как связать такие пинетки крючком. Заодно покажу вам, как связать вот такую аппликацию. Значит, вязать мы начнем с подошвы. И я вам расскажу, как сделать расчет для грушевидной и овальной формы подошвы. А также я вам покажу, как сделать вот такую обвязку. Теперь мы с вами свяжем подошву крючком. Вот я буду вязать крючком 3 миллиметра на возраст от 0 до 3 месяцев. И длина стопы 9,5 сантиметров. В одном из предыдущих видео я вам показывала, как сделать расчет для подошвы на пинетке на любой возраст. И мы вязали спицами. Теперь эти пинетки мы будем вязать крючком, начиная, естественно, с подошвы. Значит, у кого-то, возможно, сохранились вот такие заготовки, шаблоны на бумаге. Они понадобятся. Если у кого не сохранились, что мы делаем? Берем картонную заготовку и на бумаге ее обрисовываем. Так, вот одну. Это у нас грушевидной формы, а это овальная. Теперь берем ножницы и вырезаем. После того, как вы сделали заготовки из бумаги, берем эту заготовочку, складываем вот так вдоль. Теперь сворачиваем пополам. И каждую часть еще пополам. Точно так же проделываем с этой заготовкой. Вот, разделили мы подошву на 4 части. Я вам об этом говорила. Вот одна часть, одна часть. Теперь берем иголку, берем трафарет на картоне, прикладываем и прокалываем иголкой вот в этих местах. То есть мы берем только половину подошвы. Значит, вот эта часть 1/2 от всей подошвы. Теперь линейкой эти точки соединяем. Так.
Раз. С этой подошвой, с этим трафаретом делаем то же самое. Итак, мы с вами провели линию, которая равна половине подошвы. И от нее уже будем вывязывать саму подошву. Именно крючком. Можно было бы, конечно, по центру провести линию и линейкой разделить на 4 части. Но возможно, будут неточности. Но кто умеет очень точно делить, пожалуйста, разделите именно по линейке. Ну вот, я сделала более простым методом. И теперь мы начнем вывязывать подошву. Начнем вывязывать грушевидной формы. Значит, первую петлю не затягивайте, она нам очень пригодится. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Итак, набрала я 9 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Как раз длина вот этой линии. Вывязываем одну воздушную петлю подъема, которая нам заменит столбик без накида. Одну петлю пропускаем, в следующую вяжем столбик без накида. Это будет 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И в крайнюю петлю 9. Теперь вывязываем 2 воздушные петли. 1, 2. Поворачиваемся на другую сторону. И в это же отверстие вывязываем еще столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И вот сюда под петлю 9. Вывязываем 2 воздушные петли. 1, 2. Вот сюда под петлю вывязываем соединительную петлю. После того, как мы соединили, закончили первый ряд, вяжем второй ряд. Вывязываем одну воздушную петлю, которая заменит столбик без накида. И сюда же, только в центр,
Вывязываем второй столбик без накида. 1, 2, 3, 4. Вот мы провязали во втором ряду 4 столбика без накида. У меня здесь 9 воздушных петель. 9 делим на 2. Получаем 5 и 4. Вот эти 4 петли, вот здесь у нас, это пяточная часть. И с другой стороны тоже будет 4 столбика без накида здесь. А вот здесь, где хвостик, это будет у нас мыс. И сюда мы будем провязывать 5 столбиков без накида, но удлиненные. Вытащили петлю, ее провязали и провязали 2 петли. 1, 2, 3, 4, 5. Теперь под 2 воздушные петли вот здесь у нас 2 воздушки. Вот они. Вывязываем 4 столбика без накида удлиненных. 1, 2, 3, 4. Теперь вывязываем 5 столбиков удлиненных. 1, 2, 3, 4, 5. Далее вяжем 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. Вот у нас арка из 2 воздушных петель. Здесь пяточная часть. Вот эта пятка. Вот сюда вяжем 3 столбика с одним накидом. 1, 2, 3. И этот ряд мы должны закончить, соединить. Чтобы знать точно, в какую петлю соединить, смотрите, вот эти столбики удлиненные, вот у них поперечная петля видна. Значит,
Вот этот столбик у нас без накида. Считаем 1, 2, 3, 4. Вот в эту петлю мы соединяем. Заканчиваем ряд. Вывязываем одну воздушную, столбик без накида 1, 2, 3, 4. Затем у нас идут удлиненные столбики без накида. Вот они видны. Вяжем сюда. 1, 2, 3, 4 и 5. Дальше мы вязали 4 столбика удлиненных. Вот они, 1, 2, 3, 4. Над каждым столбиком вывязываем по 2 столбика. Один. И сюда же вывязываем второй. Над следующим столбиком вывязываем тоже 2. 1 и второй. Над следующим тоже 2 вывязываем. 1. Сюда же второй. И последний. 1. И второй. Затем 5 столбиков идут. 1, 2, 3, 4, 5. Вот они видны за счет вот этих петель поперечных. Вяжем 1, 2, 3, 4, 5. И затем у нас идут 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. Дошли мы до арки, то есть до 3 столбиков с одним накидом. Вот здесь у нас 1, 2, 3. И над каждым вяжем по 2 столбика с одним накидом. Один. Сюда же вывязываем второй. Над следующим вывязываем тоже 2. 1, 2. И над следующим тоже вывязываем 2 столбика. 1,
и второй. Теперь мы должны соединить. Давайте смотреть опять. Вот заканчивается у нас столбик удлиненный. Вот он. Значит, 1, 2, 3, 4. Вот сюда мы должны соединить. То есть пропускаем одну петлю. Сюда мы соединяем. Вывязываем одну воздушную петлю, которая заменит нам столбик без накида. Это будет 1, 2, 3, 4. Затем 5 столбиков без накида, но удлиненных. Вот они видны. 1, 2, 3, 4, 5. Вот дошли мы до группы столбиков. По 2 мы вязали. Вот 2, 2, 2 и 2. Значит, над этими двумя вяжем, над первым столбиком вяжем 2 удлиненных столбика. Вот 1. И сюда же второй. А над следующим столбиком из этой группы вяжем только 1. Дальше. Вот у нас опять 2 столбика. Над первым вяжем 2. Вот первый. И сюда же второй. А над следующим из этой группы вяжем только 1. Вот, следующие 2 столбика. Над первым вяжем 2. Первый. И второй. А над следующим вяжем 1. Нитка такая скрипучая. Еще у нас одна группа из 2 столбиков. Над первым вяжем 2. 1. Второй. А над следующим из этой группы, вот они, вяжем только 1. И дальше у нас опять 5 столбиков удлиненных. 1, 2, 3, 4, 5. Один. Два. Три. 4. 5. Затем идет 4 столбика без накида.
Вот уже подошва немного видна. 1, 2, 3, 4. Здесь мы с вами вязали над каждым столбиком с накидом по 2 столбика с накидом. Вот они, 2, 2 и 2. Над первым вяжем 1 столбик с накидом. И сюда же вывязываем второй столбик с накидом. В следующий вяжем только 1 столбик с накидом. Вот, дальше смотрим. Опять у нас 2 столбика с 1 накидом. В первый вяжем 1 и второй. А в следующий из этой группы вяжем только 1. Дальше опять у нас группа из 2 столбиков с 1 накидом. Над первым вяжем 1. И сюда же второй. А над вторым столбиком только 1 вяжем. И заканчиваем ряд. 1 петлю пропускаем, это мы уже помним. И в следующую соединяем. И вывязываем 1 воздушную петлю подъема. Дальше вяжем. Это будет 2, 1, 2, 3, 4. Вот, мы раньше вязали 4 столбика без накида, а теперь мы еще провяжем 2 столбика без накида. 1 и второй. В итоге у нас 6 столбиков без накида. И остается у нас 3 столбика удлиненных. Вывязываем 1 удлиненный, второй, и третий. То есть в итоге у нас все равно 9 столбиков. Вот как мы набирали цепочку из 9, по крайней мере у меня. Точно так же осталось 9 столбиков. Дальше. Вот здесь группа из 2 столбиков. Над первым вяжем удлиненный столбик 1. И сюда же вяжем второй. Дальше. Вот из этой группы у нас 1 остался. Над ним вяжем 1 только столбик. И вот еще 1 остался. Над ним тоже вяжем 1 столбик удлиненный. Дальше. Опять группа из 2 столбиков. Над первым вяжем 2 столбика. 1. И сюда же второй. Из этой группы 1 столбик остался. Над ним вяжем 1 столбик.
И еще у нас один до этого был. Тоже вяжем один столбик. Дальше опять группа из 2 столбиков. Над этим вяжем 2. Вот один. И сюда же вяжем второй. Вот из этой группы над вторым столбиком вяжем только один. И еще у нас один остался в предыдущем ряду. Тоже вяжем один. И еще одна группа у нас из 2 столбиков и один еще самостоятельный. Значит, над первым вяжем 2. Вот один. И второй. Над следующим вяжем 1. И над самостоятельным отдельным столбиком еще один. Затем вяжем 3 столбика удлиненных без накида, точно так же, как и с этой стороны. 1, 2, 3. И 6 столбиков без накида. Обычных. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Здесь у нас столбики с накидом, но группы по 2 столбика и один самостоятельный. 2 столбика и один самостоятельный. Значит, над первым вяжем 2 столбика с накидом. 1. И сюда же второй. Над следующим вяжем только 1. И вот один у нас отдельный, самостоятельный. Над ним вяжем тоже 1 столбик с накидом. Дальше у нас группа опять из 2 столбиков. Над первым вяжем 2. 1. Сюда же второй. А вот над этим вторым столбиком провяжем только 1. Вот у нас один самостоятельный столбик. Над ним тоже провяжем 1. Дальше 2 столбика идут. Над первым вывязываем 2. 1. И второй. А над вторым столбиком из этой группы вывязываем только 1.
И еще один столбик у нас самостоятельный. Над ним вывязываем только один. Одну петлю пропускаем и в следующую соединяем. И вот у нас подошва готова. Вот она. Такого же размера, как и шаблон. Значит, после того, как вы свяжете подошву, вот, допустим, вы провязали столько же рядов, как и у меня. Ну, вернее, вот без последнего ряда. Последний ряд вы не провязываете. Вы приложили, а у вас еще подошва мала. Значит, что вы делаете? Вы количество петель также оставляете, как и было у вас, но увеличиваете за счет столбиков без накида удлиненных. В первый провязываете 2. Вот у вас группа из 2 столбиков будет опять. Вот они тут, как они рисуются. Вот так. И вот здесь столбик без накида. Над этим крайним вы опять вывязываете 1 и еще 1 удлиненный столбик без накида. А над этим будете вывязывать только 1. Дальше опять над этим вы вывязываете 2 удлиненных столбика с накидом. А над этим вы вывязываете 1. И над этим еще 1. Опять увеличиваете. Над крайним вывязываете 2 удлиненных столбика, а над этими по 1. И опять здесь над первым вывязываете 2, над этим вывязываете 1, здесь вывязываете 1, здесь тоже 1 и здесь 1. И так вы увеличиваете в каждой группе. То есть вот у вас одна группа, здесь вы 2 связали над первым столбиком. Дальше вы вяжете по 1 над этой группой, вот над первым столбиком, тоже вяжете 2. Ну, я думаю, ничего тут сложного нет. В пятке делается то же самое, только столбики с накидом вяжутся. Вот. Группа из 2 столбиков с накидами. Над первым вы вяжете 2, над следующим вяжете по 1. Опять группа из 2 столбиков. Над первым вяжете 2. Вот у вас будет как. Значит, столбик с 1 накидом вы вязали. В следующий, в пятке, вяжем над ним 2, над этим вяжем 1. Дальше опять над первым столбиком вяжем 2. Опять над первым столбиком вяжем 2 столбика с 1 накидом, а над этими вяжем по 1. Опять следующий ряд вяжете. Над группой из 2 столбиков вяжете 2 столбика с накидом, а над этими вяжем по 1. Над этим столбиком опять вяжем 2, здесь 1, здесь 1,
Это все столбики с накидами, которые у нас в пятке. Вот здесь. И когда вы увидите, что у вас последний ряд уже, вам нужно будет вот это место сгладить. То есть провяжите столбики без накида на 2 столбика больше. То есть чтобы сгладить вот эту часть. И теперь будем вязать уже далее пинетку. Или пинеток. Вывязываем 1, 2, 3. 3 петли подъема, которые заменят столбик с одним накидом. Но вы посмотрите, кому как понравится. Вот мне лично не нравится, как будет выглядеть. Поэтому я делаю так. После соединения немножко петлю вытягиваю, держу ее пальцем, завожу крючок назад и делаю типа накида. Вот так. И 2 петли провязываете вместе. Вот у меня получился столбик с одним накидом. И затем сюда в край вывязываем в каждую петлю столбик с одним накидом. Итак, мы обвязываем. Начинаем уже обвязывать. Вот будет у нас подъем пинетки. Обвязываем так всю подошву вот до сюда. И я вам покажу, как соединить. Вот довязала я круговой ряд и теперь соединяем. Вот, соединили как. Вот, и этого столбика практически не видно. Он такой же, как и все. Немного вытянули петлю. Петлю придерживаем, заводим за работу. Вытягиваем. И эти 2 петли провязываем вместе. Так, теперь вяжем опять столбиками с накидом. Вяжите, кто как привык. Не ориентируйтесь на меня. Вот, второй ряд вяжу. Итак, связали мы с вами на высоту 2 сантиметра, по крайней мере у меня 2 сантиметра. То есть каждый ряд, либо высота столбика у меня 1 сантиметр. Итак, мы связали на высоту пальцев. Вот, это у нас значит 2 сантиметра. То есть надо было вязать в пределах от 1,5 сантиметров до 1,7 сантиметра. Ну, максимум до 2 сантиметров. Потому что вот вы у себя померите высоту пальцев, а у детей еще меньше. Ну, 2 сантиметра вполне достаточно. Дальше. От подошвы, вот до сгиба, до этого, длина 5 сантиметров. Мы должны от 5 сантиметров отнять вот эти 2 сантиметра.
получаем 3 сантиметра. И вот за эти 3 сантиметра мы должны сделать убавление. То есть сделать скругление мыса вот сюда. Значит, в 3 сантиметрах у меня будет 3 ряда. Вот за 3 ряда я должна сделать убавление. Вот смотрите. Вот так примерно. Вот у нас пинетка идет. Ну, здесь пошире. Так, сюда поуже. Значит, это у нас мыс. Вот мыс. А это у нас пятка. У меня здесь 47 столбиков. Я должна разделить пополам. Вот если мы вот так свернем по осевой линии, то есть где мы набирали петли в начале, вот так. У меня получается, вот это у меня перед, мыс, вот таким образом. А здесь у меня попадает точно в столбик. Значит, я делю следующим образом. Вот здесь у меня столбик, вот этот центральный. Здесь получается по 11 этих столбиков с накидом. А здесь по 12. Вот, и теперь я буду делать убавление. Значит, мне надо убавить, ну, как на спицах мы вяжем, одну спицу, либо одну часть. Вот 12 петель мне надо убавить. Причем убавить за 3 ряда. Значит, мы 12 столбиков этих делим на 3 ряда. Получаем по 4 столбика я должна убавить в каждом ряду. То есть мне нужно делать вот таким образом убавление. 4 петли в одном ряду, в следующем 4, в следующем 4. Но я буду делать немножко по-другому. И вы посмотрите, может быть, вам понравится. Ну, если не понравится, можете так разбить и закрывать, убавлять столбики таким образом. Ну, давайте будем вязать и делать убавление. Значит, вяжем обычными столбиками с одним накидом. Так, теперь у меня идет мыс. Приближаюсь я к мысу. Так, значит, я буду убавлять. Вот эти 2 столбика провяжу вместе. Раз, один убавлю. 2 и 3. И с другой стороны я убавлю вот здесь и вот здесь. То есть 5 столбиков я уберу. Значит, этот уходит
с этим, эти вместе, эти вместе. Еще мне 2 столбика провязать. 1, 2. Вот теперь вывязываю незавершенный столбик 1, незавершенный 2. И провязываю вместе. Значит, я 1 столбик убрала. Дальше. 1 незавершенный, 2 незавершенный. Еще 1 убрала. Это уже 2 столбика убрано. Теперь по центру 1 незавершенный и 2 незавершенный. Это я уже 3 убрала. С этой стороны 1, 2. Провязываем вместе. Это уже 4 убрала. И еще провязываем 2 столбика вместе. Пять столбиков я убрала. Вот в первом ряду 5 столбиков. Не 4, а 5. Далее вяжем опять обычными столбиками с одним накидом. Ничего не убавляем. Но это в том случае, когда маркер попадает между столбиками. Когда маркер попадет в столбик, тогда вам надо будет 3 вместе провязать. То есть вы убавите в центре сразу 2. И дальше уже разбрасывайте. Итак, мы вяжем столбиками с одним накидом до петель подъема.